Ребят, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И в этом видео мы будем разбирать способы пришивания канители и трунцала. О том, что такое канитель, я расскажу вам в следующем видео, потому что идея об этом меня посетила, пока я делала вот это видео. Но ничего. Я думаю, кто не знаком, немножко потерпит и ознакомится. Кто знаком, приступит к работе уже сейчас. Приступаем, но прежде подписываемся на мой канал, ставим лайкосики и жмем на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Понеслась! Первый и самый простой способ пришивания канители называется стебельчатый стежок. Для этого нам понадобятся отрезки канители длиной 5-6 мм. Я использую два цвета канители, у меня это золотой и медный. Делаю первый стежок, нанизав канитель на нить, как стеклярус, и делаю простой вертикальный стежок. Затем иголкой я возвращаюсь назад, выхожу на лицевую сторону ткани в середине этого стежка. Снова нанизываю отрезок канители на нить и вертикально пришиваю. Направление у меня сверху вниз. Мы наблюдаем, как рисунок меняется и приобретает форму косички или жгутика. И так каждый раз мы возвращаемся на расстояние, равное половине длины отрезка канители. Следующий способ называется одиночная петля. Для этого нам понадобится отрезок канители длиной 1 см. Также нанизываем его на нить и заводим нитку на изнаночную сторону примерно в том же месте, где мы и выходили. Таким образом у нас появляется петелечка. Петлю нужно будет закрепить еще одним стежком посередине, чтобы она плотно прилегала к ткани. Такие одиночные петелечки можно организовать в целую цепочку петель. Таким образом, используйте их как элемент декора. Мы же с вами будем декорировать эти петли. У меня это яркий красный трунцал. Использую отрезки длиной 4-5 мм и нанизываю их на нить, когда я хочу закрепить эту петель на ткани. Соединяю при помощи этого отрезка третью петлю со второй, и у меня получается иллюзия непрерывной цепочки. Еще один способ оформления таких петелек – это заполнение пространства внутри при помощи коротеньких отрезков трунцала или канители. В данном случае у нас снова трунцал. Я использую отрезки длиной 2-3 мм и хаотично заполняю ими пустое пространство внутри петли. Чтобы было лучше видно, я продублирую в петле чуть побольше. Также при помощи канители мы можем оформлять бисер, бусины и камни. Для этого мы используем единичную бисерину, пришиваем к ткани. Нам понадобится небольшой отрезок, порядка 10 мм. Нанизываем его на иголку, обвиваем по контуру бисерину, заводим иголку на изнаночную сторону в том же месте, в котором мы выводили ее на лицевую. И еще одной
единичной петлей закрепляем канитель на ткани, чтобы она не подпрыгнула и не выпрямилась. Также маленькими отрезками канители мы можем декорировать крупные кристаллы. Нанизываем на нитку маленькие отрезки канители. Чтобы кристаллы смотрелись интереснее, мы используем короткие отрезки канители, порядка 3-4 мм. Теперь я покажу вам еще один способ оформления крупных бусин и кристаллов в том числе при помощи стебельчатого стежка, который мы выполняли до этого. Принцип тот же самый, но мы будем пришивать уже не канитель, а трунцал, и пришивать его мы будем вокруг крупной бусины. Отрезки я использую длиной 8 мм, двух цветов, плотно пришиваю их к бусине. Следующий способ я использую для того, чтобы выполнить орнамент из жесткой канители. Я растягиваю ее предварительно и закрепляю на поверхности ткани при помощи маленьких стежков. Повторюсь, что нитку я специально использую яркого цвета, чтобы ее было видно, но желательно использовать нитки менее заметные, то есть аналогичных цветов, либо мононить. Исключением является тот вариант, если вы хотите специально оттенить цвет канители. Выкладываю жесткую канитель на ткани, закругляя, тем самым имитируя узор. Выполняем второй виток. Таким или аналогичным узором можно заполнять пустые пространства в работе. Ну и для полноты картины я добавлю сюда небольшую жемчужинку. Помимо этого, чтобы задекорировать работу, можно использовать мягкую канитель. Нарезаем ее маленькими отрезками до 5 мм и как бы обвиваем ножку завитков при помощи горизонтальных стежков. В следующем варианте мы также будем использовать
жесткую канитель для оформления или по-другому обозначения контура, в данном случае листик. Для заполнения пустого пространства мы будем использовать трунцал. Трунцал иначе еще называется граненая канитель. От наружных краев к центру листика мы пришиваем отрезки канители, подбираем их таким образом, чтобы они были подходящей длины, чтобы они доставали до середины. Пришиваем их в шахматном порядке. Таким образом у нас получается картинка на вроде косички. Еще один вариант. Пришиваем большую бусину, берем длинный отрезок трунцала и также обвиваем эту крупную бусину по контуру. Не забываем закрепляющий стежочек, и этого достаточно для того, чтобы бусина смотрелась красивой и привлекала к себе внимание. Способ, который я сейчас покажу, для многих будет необычным, и думаю, что они увидят его впервые. Это называется шов по веревочке. Для этого шва можем использовать нитки мулине или хлопчатобумажные нитки, сложенные много раз, для того, чтобы придать объем работе. Такой вариант является разновидностью подложки. Можно также выполнять подложку из электрокартона, нескольких слоев фетра. Такая техника заимствована из золотого шитья. В случае, если вам понадобится дорожка длиннее, ее обязательно нужно закрепить горизонтальными либо диагональными стежками, чтобы нитка не ходила. Для работы я использую отрезки трунцала и гладкой канители длиной 5 мм. Нанизываю отрезок канители и пришиваю ее по диагонали. Последующие отрезки также я буду прикладывать и пришивать по диагонали. Рисунок такой: 2 отрезка канители, 1 отрезок трунцала. И так повторяем до самого конца. Также канитель или трунцал можно выкладывать в различные формы. Например, мы будем делать сейчас ромб из отрезков фигурной канители. Сначала мы пришиваем отрезок длиной 2 мм, затем отрезок длиной 4 мм. И так последующий каждый отрезок должен быть больше предыдущего на 2-3 мм. Самый длинный отрезок у меня получился 12 мм. И далее мы повторяем все то же самое, но по убывающей. Я использую фигурную канитель. Также трунцал можно сложить в красивые лепесточки или листья. Для этого нам понадобятся отрезки одинаковой длины 1 см. Первый отрезок трунцала пришиваем вертикальным стежком. Последующие отрезки пришивать нужно от наружного края к центру листика. Самый простой способ, который я упоминала до этого в видео про пайетки. Там я пришивала пайетки одиночными бисеринками и при помощи французских узелков, но упоминала вариант с канителью. Вот теперь мы его и используем. Нужно взять небольшой отрезок канители, буквально 1,5-2 мм, и пришить его так, словно это бисер или бусина. Надеюсь, что видео вам понравилось. Вы нашли для себя новые, интересные, необычные способы. Жду от вас комментарии по поводу и без повода. Что вам понравилось, что вы уже пробовали, что хотите попробовать. Я не про запрещенку. Очень интересно смотреть на ваши готовые работы. Я вот думаю, может быть, оформлять отдельные посты с отзывами, как вы смотрите на это. Ну, а вы не забудьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, а также нажимаем на колокольчик, делитесь этим видео со своими друзьями, не жадничайте. И не забывайте, у меня очень много видео, очень интересное видео о том, каким образом можно обрабатывать край броши, интересное видео о пришивании пайеток,
В общем, есть чем заняться и есть где развернуться. Спасибо за внимание, всех целую, пока!